Сегодня мы живем в эпоху, где внимание дробится на миллионы кусочков. Уведомления, чаты, короткие видео, вечное переключение задач. Современный мозг буквально разрывается между всеми задачами. Но если мы хотим по-настоящему учиться, творить и оставлять след, нужно вернуть себе искусство глубокой работы. Мы часто думаем, что гениальность – это озарение, но в действительности за ней почти всегда стоит рутина, дисциплина и умение погружаться глубоко. Итак, что же мы можем перенять для себя у великих? Фредерик Шопен писал свои этюды и прелюдии не за один вечер. Он мог неделями шлифовать один оборот, добиваясь чистого звучания и эмоциональной точности. Его метод – это квинтэссенция глубокой работы. Полное погружение, никаких отвлекающих факторов, абсолютное внимание к деталям. Сегодня психологи, такие как Ньюпорт, его вы знаете как автора книги Deep Work, называют этот режим ключом к продуктивности в эпоху тотального брейн-рота, умственного разложения. Так Шопен интуитивно делал то, что современные нейробиологи подтверждают исследованиями – сосредоточенные блоки без отвлечений. Они создают новые нейронные связи и усиливают креативность. Иоганн Себастьян Бах работал в режиме, который сегодня назвали бы таймбоксингом. Ежедневные утренние часы за органом, повторяющийся ритм жизни, дисциплина без хаоса. Это не убивало креативность, а наоборот давало структуру, внутри которой рождалась та самая гениальность. И современные когнитивные науки подтверждают, мозгу нужны ритуалы, чтобы входить в состояние потока. Когда у вас есть фиксированное время и место для практики, вы снижаете когнитивные затраты на «начать» и переводите энергию в сам процесс. Сергей Рахманинов часами отрабатывал сложнейшие пассажи. Его дисциплина напоминала работу атлета, доводящего пальцы до максимальной координации. Современные исследования показывают, внимание – это мышца, которую можно развивать. Длительная фокусированная практика увеличивает плотность серого вещества в префронтальной коре, зоне, отвечающей за самоконтроль и концентрацию. Людвиг ван Бетховен вставал рано, начинал день с кофе. Он считал зерна и всегда настаивал ровно на 60. Вот она, педантичность. Утро он отдавал работе, без отвлечений, без компромиссов. Он умел входить в состояние фокуса на долгие часы, пока не находил нужное решение. Урок для нас: глубокая работа требует не только вдохновения, но и четкой рутины. Глен Гульд избегал публичных выступлений и уходил в студию, где создавал идеальные записи. Он работал в уединении, часами концентрируясь на каждой детали. Его стиль – аскетичная концентрация и полное отключение от внешнего мира. Урок для нас заключается в том, что иногда, чтобы войти в зону, нужно минимизировать социальный шум и работать внутри своей лаборатории. Ваш комментарий может открыть новую тему для будущего видео. Клод Дебюсси был мастером инсайтов. Он понимал, что мозгу нужна не только концентрация, но и переключение. Поэтому он много гулял, наблюдал природу и возвращался к инструменту уже с готовыми идеями. Инсайт для нас – глубокая работа невозможна без отдыха. Переключение и паузы – это тоже часть креативного процесса. Артур Рубинштейн признавался, что не всегда был прилежным в занятиях, но перед концертами входил в режим гиперконцентрации. Тогда его репетиции были тотальной погруженностью, где он мог работать 12 часов подряд. Для себя мы можем вынести, что иногда мозг раскрывает глубину именно под давлением конкретной цели и дедлайна. Игорь Стравинский вставал в 5 утра, работал в тишине и абсолютной изоляции. Но при этом он подчеркивал важность физической формы, делал упражнения, стоял на голове для очищения мозга и прочистки позвоночника. Урок для нас:
Глубокая работа – это не только ум, но и тело, а здоровые привычки помогают удерживать фокус. Марта Аргерич могла часами не прикасаться к инструменту, но затем садилась и занималась, входя в потоковую концентрацию. Урок для нас же в том, что не всегда нужен жесткий график. Иногда важно поймать момент вдохновения, свободы и доверия интуиции. Современная пианистка Юджа Ванг сочетает активную публичную жизнь с серьезной практикой за фортепиано. Она использует короткие, но интенсивные сессии работы, максимально отключаясь от отвлечений. Это deep work, глубокая работа в мире постоянных уведомлений. И, как видите, она возможна. Даже в цифровой эпохе можно тренировать мозг на фокус, если вы сознательно управляете своим временем. Далее давайте просто кратко. Ли Юнди. Системность и многолетний план развития репертуара. Ланг Ланг. Геймификация практики. Он превращает свои занятия в шоу, поддерживая мотивацию и интерес сам для себя. В этом его секрет. Дэнни Эльфман. Композитор, который работает в жестких сроках киноиндустрии, доказывая, что креативность и дедлайны совместимы. Тигран Амосян. Импровизация. Именно это для него та самая глубокая работа. Он совмещает джазовую свободу и концентрацию в реальном времени. Ханс Циммер. Секрет его продуктивности – это командная глубокая работа. Композитор создает оркестровые миры, управляет целыми творческими коллективами. Эмиль Гилельс. Работал через медленный, вдумчивый подход, проявляя практически философское отношение к каждой ноте. Евгений Кисин. Это феноменальная память, концентрация, образное мышление. Все это вкупе и позволяет держать в голове гигантские программы. Подписка – это билет на все будущие экскурсы в мир музыки. Итак, давайте подведем итог. Отключите шум. Шума меньше, музыки больше. Создайте свой ритуал, как у Баха. Утренние часы, одна комната, один инструмент. Пусть это станет сигналом мозгу. Начинается работа в потоке. Тренируйте внимание. Рахманинов не ждал вдохновения, он просто садился и делал. И так работают многие музыканты. Надо – делаем. Даже 60 минут сосредоточенной практики каждый день укрепляют ту самую мышцу фокуса. Качайте глубину, а не скорость. Быстрой игрой сейчас уже никого не удивишь. Много кто быстро играет. А качественно сыграть один этюд, без ошибок, после недели практики – это результат глубокой проработки материала. Настоящий глубокий кайф, который и формирует устойчивые связи в мозге. Музыка – это всегда тренинг глубокой работы. Она учит нас терпению, дисциплине, концентрации. То, что когда-то делали композиторы, сегодня становится лекарством против рассеянности и клипового мышления. Время такое. Нас всех нужно начать лечить, переучивать. И если вы хотите вернуть или просто не потерять способность думать глубоко и творить по-настоящему, используйте любой пример. Глубокая работа – это универсальный навык. Будь то композитор 19 века или пианист 21 века, принцип один – создать условия для погружения, отключить шум, тренировать внимание. Если мы перенесем хотя бы часть этих привычек в свою жизнь, наш мозг тоже начнет мыслить глубже, а результаты станут заметнее. Вопрос к вам. А у вас есть свой ритуал Шопена, когда вы уходите в глубокую работу, и никто и ничего не отвлекает? И чей стиль из предложенных вам ближе? Спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч!